Всем привет! Сегодня я пеку итальянский хлеб, который называется фокачча. Рецепт не трудный, единственное, что нужно ждать, пока подойдет тесто. Итак, для теста нам понадобится мука. У меня просеяна вот здесь 500 грамм муки для хлеба. Это мука высшего сорта, по-моему, называется в России. 400 грамм воды по рецепту. Но у меня было немножечко молока, наверное, грамм 100. Я его просто туда добавила вместе с водой. Немножко соли, дрожжи, чуть-чуть сахара для активации дрожжей. Сегодня у меня хлеб будет с вот такими мелкими помидорчиками, с которыми я не знала, что еще сделать. И у меня оливковое масло с чесноком. Вот эта баночка у меня от покупного масла с чесноком, но когда она закончилась, я его сделала сама. То есть я вот выдавила чеснок в баночку, залила оливковым маслом, можно залить растительным маслом. И это масло я использую вот для таких целей. Иногда картошку поливаю им, когда запекаю, или вот для хлеба частенько пользуюсь таким. Итак, вода. У меня она разбавлена немножко молоком. Добавляем сюда 2 чайные ложки дрожжей. Да, забыла сказать, что нам понадобится еще оливковое масло для теста. 2 чайные ложки дрожжей я сюда добавляю. Немножечко добавляю сахара для активации дрожжей. Буквально, вот 1 столовую ложку, наверное. И все это размешиваю лопаточкой. Подождем буквально секундочку, пока сахар растворится. Так, итак, мука. У меня здесь 500 грамм муки высшего сорта или муки для хлеба. Помидорчики я откладываю, они нам пока не понадобятся. Ручки я помыла. Итак, что мы делаем? Мы делаем небольшую ямку. Насыпаем туда 2 чайные ложки соли. Так, наливаем наш раствор дрожжей. И сюда же наливаем оливковое масло. 2 столовые ложечки оливкового масла. Можно было масло налить, конечно, и в воду. Я вот так прямо наливаю сюда. Вот и все. И вот теперь прямо лопаточкой замешиваем тесто. Теперь я наливаю немножечко растительного масла или оливкового масла на стол и выкладываю тесто. Теперь мы это тесто хорошенечко вымесим. Тами, подай мне, пожалуйста, скребок белый. Mikrofon nav kušas, ja nesakanu. Thank you. Придется. Итак, вымесили мы тесто минут 5 примерно. Теперь мы его вытягиваем. Вот так растягивайте тесто, складывайте пополам. Опять растягивайте, складывайте пополам. Опять растягивайте, складывайте пополам. И так несколько раз. Получился вот такой у нас комочек. Так, почти перестал отлипать от рук. У меня ушло еще немножко муки. Но все зависит, конечно, от того, какая у вас мука. Так. Раскатывайте, так, вытягиваете и складываете пополам опять.
Теперь в другую сторону переворачиваю. Опять вот так немножко разомну, вытягиваю, складываю пополам. Вот так. Все. Теперь ставим тесто в миску. Так, получилось вот такое тесто. Ставим его в миску, смазанную оливковым маслом в этот раз. И вот так просто обваливаю тесто в масле, накрываю крышечкой и даю ему подойти. Посмотрите, вот здесь уже есть пузыречки, видите? Накрываем и ждем, когда тесто поднимется, примерно 2 часа. Тесто готово. Смотрите, какое получилось тесто. Сейчас я вам его покажу на столе. Присыплю стол мукой слегка. Смотрите, вот сколько пузырьков в нем. Так, сейчас я его соберу. Обомну один раз. Ой, смотрите, какое хорошее тесто получилось. Так, видите, пузыречки. Так, мы его обомнем и еще раз сложим. Смотрите, так растянем, сложим пополам. Так, опять растянем и сложим пополам. Теперь в другую сторону растянем. Так, растянем и сложим пополам. Выпекать я буду хлеб вот в такой форме. Я ее смажу слегка растительным маслом. Ну или оливковым. Оливковое под рукой ближе. Так, смажем форму маслом. Так, все. Теперь положим тесто в форму. Слегка растяну вот так руками. Видно вам? Вот так. Тесто уже так сильно не липнет. Теперь я его накрою полотенцем и оставлю подойти еще один раз. Так. Полотенечко дайте мне, пожалуйста, вот там чистенькое. Да, вот это верхнее. Спасибо. Вот так. Ждем еще примерно часок. Тесто поднялось. Смотрите, какое оно стало. Что нужно сделать? Я сейчас руки смажу. Немножечко, буквально, вот, знаете, как вот просто смажу палец растительным маслом. И делаем вот такие углубления. Обратите внимание, что тесто немножечко опало, ничего страшного. Теперь я в эти углубления давлю помидорчики. Я выбираю самые маленькие, потому что они как бы лучше пропекутся одинаково. Ну, в принципе, это не имеет значения. Просто старайтесь выбирать одинакового размера. Даже если они не одинакового размера, все равно ничего страшного. Вот так. Теперь я сверху полью чесночным маслом. Слегка, буквально, вот просто сбрызну. Вот так, сбрызну чесночным маслом. Вот здесь у меня смесь перца. Не обязательно, но можно. Просто побрызгаю. Вот так слегка сбрызну смесью перца. И солью, морской солью. Вот просто 2-3 движения таких. У меня сушеный базилик. Я сверху посыплю сушеным базиликом. У меня свежего просто нет. Если у вас есть свежий, можно воспользоваться свежим. Вот так помяли его и сверху посыпали базиликом. Фокачча готова к выпечке. Духовка у меня разогрета до 180 градусов. Я сейчас поставлю хлеб в духовку на минут 30.
ориентируйтесь по своей духовке, пожалуйста. Смотрите, как она у вас выпекает. Такой запах обалденный. Так, сейчас я вверх сбрызну маслом. У меня вот такое масло чесночное. Это тоже чесночное масло. Можно не брызгать. Но я вот так слегка смажу чесночным маслом. Чуть-чуть прилипло. Ну, вот такой у нас хлеб. Корочка стала мягкая. Он еще теплый, но я его все равно порежу. Сейчас мы его попробуем. Смотрите, помидорчики остались внутри. Вот такой хлеб получился на разрезе. Он еще теплый, я его сейчас оставлю еще немножечко остыть. Будет вообще вкусняшка. Смотрите, какой хлеб. Корочка еще немножечко хрустит. Ну что вам сказать? Итальянцы не дураки.